Доброго времени суток! Вы смотрите канал «Водопроводные фильтрационные системы». Меня зовут Гуга. Эта информация прежде всего предназначена для тех, у кого система обратного осмоса оснащена насосом. Насос, в свою очередь, оснащен блоком питания, а блоки питания в осмосах бывают двух типов. Первый тип – аналоговый или трансформаторный, второй тип – импульсный. Разберем три вопроса. Первый – чем эти блоки питания отличаются друг от друга? Второй – в чем их преимущества и недостатки? И третий – как неисправность блока питания может повлиять на работу насоса и обратного осмоса? Давайте разберемся. Итак, первый вопрос – отличие блоков питания. Прежде всего, они отличаются своим принципом работы. Уже в самом названии блоков питания заложено описание их работы. Трансформаторный, аналоговый – это довольно простое устройство. В основном оно состоит из трех основных элементов – системы катушек, диодного моста и конденсаторов. Поступающее напряжение сначала понижается, трансформируется на катушках, а потом выравнивается остальными элементами блока питания. Импульсный блок питания – более сложное и современное устройство. Можно сказать, что это цифровое устройство инверторного типа. Я не буду вдаваться в подробное описание устройства импульсного блока питания, скажу только, что работает он по другому принципу, нежели аналоговый. В нем напряжение сначала преобразуется, переменный ток преобразуется в импульсный постоянный ток, а потом понижается до нужного, выпрямляется и сглаживается на выходе. Второй вопрос. Преимущества и недостатки этих блоков питания. Трансформаторный блок питания. Преимущества. Первое – это простая конструкция. При достаточных знаниях можно собрать такое устройство самому. Второе – это высокая надежность и долговечность. Некоторые до сих пор смотрят ламповые телевизоры, работающие от трансформаторов, изготовленных еще в Советском Союзе. И третье – это доступность комплектующих, то есть при необходимости такой трансформатор можно легко починить. Недостатки. Первое – это низкий коэффициент полезного действия, потому что огромная часть мощности при трансформации теряется. Второе – очень крупные габариты и вес, а для осмоса, которому нужен, например, мощный насос, это может создать проблему. И третье – электромагнитное поле во время работы. Из-за этого могут быть помехи в источниках сигнала или кабелях, например, коаксиальных. Импульсный блок питания и его преимущества. Первое – это высокий коэффициент полезного действия, то есть практически 98% всей мощности используется блоком. А второе – это компактные размеры и малый вес. Вероятно, именно по этой причине большинство производителей обратного осмоса все чаще оснащают свою продукцию именно этими блоками питания. Ну и что еще немаловажно, они дешевле аналоговых при одинаковых параметрах. По крайней мере, что касается комплектации обратных осмосов. Недостатки заключаются, во-первых, в сложности конструкции, то есть собрать такой блок питания или отремонтировать в домашних условиях не получится. Второе – это сильный нагрев во время эксплуатации, и были случаи в моей практике, когда такой адаптер просто плавился. Третье – это высокочастотные помехи, которые могут влиять на чувствительную аппаратуру, даже при наличии у нее защитных фильтров. Ну и четвертое – это жесткие требования к максимальной и минимальной мощности нагрузки. При повышении напряжения блок питания может уйти из строя, а при понижении может перестать преобразовывать ток. Последний вопрос, третий, касается того, как блок питания может повлиять на работу насоса обратного осмоса и на работу всей осмотической установки. Для чего на осмосе устанавливается насос? Для создания необходимого давления, если оно недостаточно для совершения осмосом фильтрации воды. Для эффективной работы обратного осмоса наличие нужного давления – это первостепенный вопрос, в отличие от обычного проточного фильтра. Если вы заметили, что насос перестал создавать нужное давление, сразу обращайте внимание на блок питания насоса. Импульсный блок питания легко перегорает, если в электросети был скачок напряжения или оно долгое время было выше максимальной мощности нагрузки. Если напряжение электросети просело, он может перестать преобразовывать ток, потому что напряжение меньше минимальной мощности нагрузки. Если блок питания трансформаторного типа, то он не будет так остро реагировать на внешние перепады напряжения, но у него есть один внутренний недостаток. Когда аналоговый блок питания работает продолжительное время, возможно несколько лет или десяток лет, его элементы выравнивания тока перестают работать правильно. Блок питания начинает давать на выходе напряжение меньше, чем необходимо насосу осмоса. Уменьшение выходящего напряжения на 3-4 вольта уменьшает давление насоса на 2 атмосферы. Насос осмоса начинает, соответственно, создавать напор меньше, чем необходимо мембране.
работа осмоса становится нестабильной и влечет за собой другие проблемы. Увеличивается расход воды, возрастает нагрузка на предфильтры и мембрану обратного осмоса. Поскольку такая просадка в блоке питания происходит в течение длительного времени, постепенно, многие этого не замечают и ищут проблемы в других устройствах осмотической системы. Меняют насос или насосную часть, меняют мембрану. Почему так? Потому что блок питания продолжает работать, насос продолжает тарахтеть, а давления нет. Поставив новый блок питания или проверив выходящее напряжение вольтметром, можно эту проблему обнаружить. Правильно работающий аналоговый блок питания должен выдавать не менее 24 вольт. Если вы видите значение меньше, значит процесс начался и блок питания будет просаживаться все больше. Кстати, иногда замена конденсаторов блока питания на новые может вернуть его к нормальному рабочему состоянию. Если вы в этом разбираетесь, то можно его починить. Или использовать для других целей, например, подключить к нему светодиодную ленту и использовать для подсветки помещения. Вот и все, что я хотел вам сказать. Теперь вы знаете, как работают аналоговые и импульсные блоки питания, знаете их особенности и возможные проблемы. Какой блок питания выбрать для осмоса, вам решать. Я же с вами прощаюсь. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Всего вам доброго, до скорой встречи.